Друзья, всем привет, с вами Orox и канал StableDiff. Тема сегодняшнего видео у нас обновленный Forge. Он обновился до версии 2.0 на базе автоматика 1.10. И вот автоматик решил для начала обеспечить поддержку Stable Diffusion 3. В общем-то, ради этого и было это обновление. А Forge пошел другим путем и для начала решил обеспечить обновление Flux. И это у него действительно получилось. На данный момент поддерживается модель Flux Dev. Шнель пока не поддерживается, но в скором времени она тоже будет поддерживаться, потому что я уже видел дополнительные модели, которые Илья Свиль разрабатывал специально для своей сборки. И более того, в Forge обеспечили поддержку модели Dev от Flux с более маленьким объемом видеопамяти. Создали специальную модель, которая называется BNB, и которая имеет точность NF4. Ранее мы NF4 никогда не использовали, в основном мы использовали модели FP16, в последнее время стали появляться FP8, а вот теперь еще и NF4. NF4 это более сложная модель кодирования, которая позволяет сжать модель до более маленьких размеров. Вот FP8 такой модели весит 17 гигабайт, а NF4 весит 11 гигабайт. Разница существенная. По качеству разница тоже есть, но она несущественная. То есть NF4 вполне можно использовать, будет меньшее потребление видеопамяти и будет более быстрая генерация на видеокартах с малым объемом видеопамяти. Поскольку моя старая сборка Forge на данный момент становится неработоспособной после обновления, так как обновления существенные и многие расширения просто не поддерживаются, то я создал новую сборку с теми расширениями, которые на данный момент поддерживаются. Если появится возможность подключить то новое расширение, которые тоже необходимы, которые тоже интересны, я их обязательно подключу и эту сборку обновлю. И в сегодняшнем видео мы давайте разберем обновления, которые вышли в Forge. Я вам покажу сборку, которую я сделал. Но эту сборку вы сможете по традиции скачать бесплатно с Boosty. Этот пост будет открыт для всех, просто переходите и скачивайте сборку. И это видео у нас будет состоять из нескольких этапов. Я вам на первом этапе покажу, как установить мою сборку, как установить классический Forge. И потом я уже вам покажу, какие есть нововведения, как это все работает, что вот эти вот опции, там, которые добавлены, означают. И также я вам покажу расширения, которые у меня есть в сборке. Есть, что эти расширения могут, зачем они нужны. Друзья, если вам нужна системная последовательная информация, последовательные уроки, то для вас у меня есть курс по автоматике 4 единицы и по Forge. Более подробную информацию вы можете найти на сайте stablediff.ru, так что можете переходить. Там есть полное описание данных курсов, также есть контакт администратора. Если что-то вам будет непонятно, обязательно пишите администратору, он вам обязательно ответит на все ваши вопросы. А теперь давайте продолжать, начнем с установки. Давайте для начала перейдем на страницу разработчика Forge. Вот такая вот ссылка, она будет приложена под этим видео, а также будет приложена на Boosty. Давайте опустимся здесь немножко ниже, и вот здесь есть раздел Installation. Здесь есть два варианта сборок, есть CUDA 12.4 и Forge 2.4. И второй вариант CUDA 12.1 и Torch 2.1. Вот такие вот варианты Forge на данный момент существуют. У меня получилось запустить вариант Torch 2.1, вот этот вот вариант. А вот этот вот вариант с Torch 2.4 у меня почему-то не работает. Пишет, что нет поддержки. Сегодня я вам покажу вариант с Torch 2.1, и моя сборка будет тоже с вариантом Torch 2.1. Здесь вы можете скачать вот такой вот вариант или вот такой вот вариант. В итоге у вас скачается вот такой вот архив. Этот архив весит 1,8 гигабайта. Вы его просто распаковываете. В итоге у вас будет вот такая вот папка распакованная. Вы его сначала обновляете, нажимаете update.bat и потом запускаете run.bat. Если вы в него никакие модели не поместите, модели находятся в WebUI, дальше папка Models и дальше папка Stable Diffusion. Вот сюда вот нужно поместить модель. Если вы ни одну модель сюда не поместите, то в этом случае у вас скачается модель Realistic Vision V6. Это модель 1.5. И все, в общем-то, у вас будет полноценно работать вот этот Forge. Но расширений, естественно, дополнительных никаких не будет. Я же вам буду показывать на примере своей сборки, где у меня уже предустановлено все настроено, и покажу вот ее. Чтобы скачать мою сборку, нужно будет перейти по ссылке в описании на Boosty, там будет открытый пост, и там вы сможете прочитать инструкцию и скачать вот эту вот сборку. Вы ее скачиваете, у вас получается вот такой вот архив на 10 гигабайт. После этого этот архив нужно распаковать. Я вам рекомендую использовать 7-zip архиватор с официального сайта. И с помощью него как раз таки распаковывать. Нажимаем распаковать. У нас высвечивается вот такое вот окно. Давайте здесь сразу дадим название Forge T21-Stable Diff. Я вот так назову, чтобы просто не перепутать с оригинальной сборкой. Нажимаю ОК и дожидаемся распаковки. И смотрите, после распаковки у нас появилась вот такая вот папка. Вы можете в нее сразу зайти и нажать Update.
Это обновление, то есть если какие-то обновления будут, то вы их получите. Дело в том, что эта сборка очень активно обновляется, прям буквально каждый день. И, возможно, на тот момент, когда вы ее будете скачивать, может быть, уже будет работать модель Schnell, и будет работать image-to-image для Flux, и, возможно, уже будет поддержка Stable Diffusion 3. У вас, по идее, никаких ошибок после обновления возникать не должно. Но если будут какие-то ошибки, то, возможно, это будет по причине каких-то расширений. В этом случае просто в папку расширений вы можете всегда перейти и какие-то из вот этих вот расширений отсюда временно хотя бы перенести куда-нибудь там на рабочий стол или куда-нибудь в другую папку. И после обновления вы просто нажимаете любую кнопку, это окно закрывается, все, у вас обновление произведено. Теперь нам нужно перейти в папку WebUI, в папку Models и в папку Stable Diffusion. И вот в этой вот папке у нас по вот этому пути, да, должны находиться модели. У вас вот этих моделей здесь не будет. Это у меня символические ссылки составлены, чтобы я их просто модели не копировал. Но вам нужно скачать модель Flux, во-первых, ради чего вы, собственно, скачивали вот эту сборку и ставили, скорее всего. И также можете скачать, естественно, другие модели из DXL, из D1.5, поместить их вот в эту вот папку. Если они у вас есть, просто их сюда скопируйте. Или просто добавьте сюда символические ссылки на ваши модели откуда-то из другой сборки, автоматика и так далее. Теперь по поводу моделей Flux. Смотрите, поддерживаются на данный момент только модели Flux Dev. И эти модели должны быть полноценные, которые в себе содержат и клип, и VAIA, и, собственно, саму UNet модель. Такие модели вы можете скачать по вот этим вот ссылкам. Вот эта вот модель, которая называется BNB, это ужатая модель NF4, видите, у нее кодировка NF4, и она весит всего лишь 11,5 гигабайт. Это маленькая модель, но по качеству картинку дает практически такую же, как FP8. Чуть-чуть похуже, но почти такую же. Ссылку на вот эту страницу вы найдете на Boosty, она тоже открыта, то есть это все тоже бесплатно. Нажимаете Download и скачиваете вот эту модель. После того, как вы ее скачаете, помещаете ее вот в эту вот папку. Если вы хотите скачать модель FP8, то переходите по вот этой ссылке. Эта ссылка тоже будет в описании. То есть на Boosty будет инструкция полноценная, то есть прям поэтапно, что вам нужно сделать, где что скачать со всеми ссылками. Все это будет там приложено. Вы переходите там на вот эту страницу и скачиваете здесь вот эту модель FP8. И она уже весит 17 гигабайт. Естественно, потребление видеопамяти с этой моделью будет выше, поэтому если у вас не 24 гигабайта видеопамяти, не 16 гигабайт видеопамяти, то вот эту модель смысла просто скачивать никого нету. Скачайте вот эту модель, она у вас будет работать значительно быстрее, потому что потребление видеопамяти будет с ней меньше. Вот модель Schnell я вам не показываю, потому что на данный момент она пока не поддерживается, но в скором времени она тоже будет поддерживаться. Если она будет поддерживаться, я приложу на Boosty дополнительную ссылку на Schnell, я уже знаю эту ссылку, но просто пока вас путать не буду, дело в том, что она все равно пока работать не будет. Stable Diffusion 3 модели тоже вот здесь пока не работают, в автоматике они уже поддерживаются, а здесь пока нет, но поддержка, скорее всего, тоже возможно будет. Ну и теперь возвращаемся в главную папку и запускаем Forge с помощью run.bat. Установка предельно простая, распаковали, закинули модели и запустили сборку Forge. Запускаем. Ну и вот так вот у нас выглядит новый Forge. Вот такие вот у нас здесь навороты в панели быстрого доступа. Здесь у нас есть выбор теперь модели SD 1.5, XL модели, Flux и все остальное. Также у нас есть выбор чекпоинта, как и до этого был. Есть выбор VAIA, это тоже уже изначально здесь есть. И есть выбор кодировки. Есть у нас автоматический вариант, и я вам и советую оставлять. Также есть принудительный выбор NF4, принудительный выбор FP8E4, FP4 и FP8E5. Вот та модель, которая побольше, это кодировка у нее FP8E4. Та модель, которая поменьше, у нее кодировка NF4. Но вы лучше поставьте авто, потому что если вы ошибетесь с кодировкой, то у вас модель, например, FP8 будет перекодироваться в NF4 и потом как NF4 работать. Естественно, на перекодировку вам нужно будет потратить много времени. И, соответственно, наоборот, если вы выберете модель NF4, а выберете кодировку FP8, то у вас NF4 будет перекодироваться в FP8 и потом уже будет происходить генерация. Это все будет с большой потерей времени, это вам точно не нужно. Просто выставляйте авто, не ломайте себе голову. В плане UI вот этой опции здесь, в общем-то, все понятно. Если у вас модель Flux, ставьте просто Flux, это пресет, и он влияет на все настройки, то есть даже вот здесь настройки все меняются в соответствии с тем, как работает модель Flux. Здесь выставляется сэмплинг метод Euler, здесь выставляется планировщик Simple. Кстати, еще тоже неплохо работает планировщик Normal, немножко другие результаты выдает DDIM, он тоже неплохо работает, но результаты другие выдает. И тоже еще работает нормально
SGM Uniform. А, кстати, еще бета тоже работает, да. Вот остальные работают тоже плохо, а вот эти вот работают с моделью Flux. В плане того, что модель Excel это все то же самое, то есть работает все как обычно. Вот такие вот преднастройки здесь выставляются, если вы выбираете модель Excel. Если вы выбираете SD 1.5, вот такие вот настройки. Размер изображения поменьше и сэмплинг метод LRA, планировщик автоматический. Давайте остановимся пока на Flux и пока подрегулируем все для Flux. Когда мы выбираем Flux, у нас как раз таки появляются вот эти вот дополнительные настройки. И также у нас появляется еще настройка GPU. Смотрите, вот у меня 24 гигабайта видеопамяти, и сейчас я могу задействовать максимум 23,5 гигабайта видеопамяти. Но этого, кстати, недостаточно. Если я ставлю вот так вот, и потом буду переключать модели туда-сюда, у меня рано или поздно высветятся вот эти вот красные сообщения, и Forge отвалится напрочь. Дело в том, что видеопамяти может не хватить для интерфейса. Полгигабайта это очень мало. Хотя бы гигабайт нужно оставлять, чтобы интерфейс нормально функционировал и под него вот оставлялся этот резерв. Я сейчас понижу доступную видеопамять для Forge вообще до 22 гигабайт, потому что у меня сейчас еще видео записывается. Это тоже трата видеопамяти. И тут учитывайте, что вот такая возможность есть. Если у вас виснет интерфейс периодически после генерации, после переключения модели, то просто понизьте вот здесь потребляемую видеопамять, чтобы у вас для интерфейса тоже что-то осталось. Теперь давайте разберемся вот с этими вот двумя блоками. Первый блок это swap метод. Если мы выберем вариант Q, то это последовательно выполняемые процессы. То есть сначала первый процесс загружает наши слои, второй его начинает обрабатывать. Если мы выбираем вариант async, то это означает, что два процесса работают асинхронно. Один загружает слои, а второй параллельно его обрабатывает. То есть это происходит практически одновременно. Здесь есть опасность, что обработчик процессов может не успевать за загрузчиком процессов, и эта вот синхронизация может сбиться. И в этом случае у вас процесс генерации очень сильно затянется, то есть там на 10 минут или больше. Если такое происходит, то это вот как раз из-за метода async. Я вам вообще советую включать этот режим именно на Q, на последовательную обработку. Тем более, если у вас мало видеопамяти, то точно лучше выбирать вот такой вот метод Q, последовательной обработки. Следующая опция Swap Local, и вот эта опция уже поинтересней. Это вариант потребления нашей оперативной памяти. CPU это наша обычная оперативная память, RAM, а вот Share это тоже оперативная память, но которая специально выделенная. Если у вас современная материнская плата, современный процессор, то вариант Share у вас снизит потребление видеопамяти, и генерация будет, скорее всего, быстрее, если у вас этой видеопамяти не хватает. У меня же снижается потребление видеопамяти, прилично, кстати, снижается примерно на 30%, наверное, но скорость генерации у меня остается абсолютно такая же. Дело в том, что у меня видеопамяти просто с лихвой хватает для вот такой вот генерации на вот этой модели. Но если бы этой видеопамяти у меня не хватало, то я бы, скорее всего, почувствовал прирост скорости. Если у вас 12 гигабайт видеопамяти, то вот этот параметр Share вам, скорее всего, подойдет, и скорость генерации у вас должна повыситься. Если какие-то проблемы, какие-то сбои у вас происходят, то тогда выбирайте CPU. Вот эти вот последующие два параметра, они не относятся к Forge, то есть это обычные параметры из автоматика. Если вы мои видео смотрели, то вы наверняка знаете, что тайлинг это для бесшовных обоев, а Noise Multiplayer добавляет шума в режиме Image to Image. Ну давайте попробуем что-нибудь сгенерировать. Я веду вот такой вот промпт. Здесь у нас есть подсказка. Это подсказка из специального расширения. Выбираю здесь Wonder Woman, то есть супер женщина. И нажимаю Generate. Вот такая вот у нас супер женщина получается. Это модель Flux, да, она вот так вот круто генерирует, причем даже на 20 шагах. Ну давайте посмотрим на вот эти параметры. Размер изображения 1024 на 1024 для этой модели оптимален. Естественно, можно изображение растягивать в высоту, а в ширину его поджимать или наоборот делать. То есть вот так вот. Это нормально, то есть вы находитесь примерно вот в пределе 1024 на 1024 где-то. Естественно, можно побольше размер поставить, ничего страшного не будет, тоже генерация будет хорошая. Дальше у нас Sampling Steps. Это 20 шагов, это минимум. Я вам скажу, чтобы нормальные генерации получались. Вот чем вы больше Sampling Steps поставите, тем будет качественная генерация. В пределе от 20 до 50 шагов можно спокойно ставить. При 50 шагах будет генерация лучше, чем при 20. Также вот можно какую-то золотую середину найти по производительности, потому что, естественно, на 50 шагах это все будет очень долго генерироваться, но потребление видеопамяти должно, по идее, остаться примерно таким же. Sampling Steps оптимально оставить именно LR, он стоит здесь по умолчанию. Про планировщики я уже говорил, то есть какие здесь можно выбирать. CFG здесь выставляется единица, и менять его не надо. Если вы будете его менять вверх, то картинка будет только портиться. Если мы выставляем CFG единицу, то у нас становится нерабочим негативный промпт. И здесь он вообще полностью становится отключен, как вы только выбираете Flux. То есть при Flux у нас негативный промпт становится недоступен.
И также у нас здесь еще один параметр на флаксе появляется Distillated CFG Scale. Этот параметр выставляется 3,5, естественно, можно поиграться с ним, но сильной какой-то разницы вы, наверное, не почувствуете. И по поводу настроек генерации именно для модели Flux, в общем-то, все вот так вот, больше-то особо ничего нету. Если вы будете выбирать модель Excel или SD 1.5, то там все как обычно, то есть ничего не изменилось, то есть все те же самые параметры, которые вы уже до этого видели. Если вы сейчас посмотрите на вот эти вот расширения, которые здесь стоят, то здесь нет ни одного расширения Aspect Ratio, кроме вот Aspect Ratio Helper. Вот это единственное Aspect Ratio, который на данный момент работает с Forge. Расширение SDXL Styles, оно также функционирует, то есть оно по умолчанию свернуто, но вы можете развернуть, выбрать какой-нибудь стиль, давайте какой-нибудь вот такой вот стиль выберем, нажмем Generate, посмотрим, что у нас получится. Ну, тут у нас получается вот такое вот изображение с этим стилем. Естественно, каждый стиль, он такой своеобразный. Обратите внимание на шум, да, вот здесь вот проглядываются вот такие вот песочные шумы. Это зависит от промпта. Чем промпт будет сложнее или менее подходящий к этой модели, то начинают появляться вот такие вот шумы. То есть это какая-то неопределенность. Если такое есть, то вы можете всегда понизить sampling steps. Если вы будете повышать там до 30, то эти шумы уже будут пропадать, и изображение будет более чистое. Также у нас поддерживается еще расширение Dynamics Prompt. По нему у меня есть отдельное видео в YouTube. Вы можете посмотреть. Также на Рутубе я теперь тоже выкладываю ролики, и все старые свои ролики я туда тоже выложил. Если у вас YouTube работает плохо, можете на мой Рутуб перейти. Ссылка будет на Бусти, наверное, в YouTube, наверное, ее давать не буду на всякий случай. В общем, Dynamics Prompt это для случайной генерации. Тут есть разные схемы для создания каких-то вот этих случайных генераций. Но я вам сегодня покажу именно Wildcards, вот это вот расширение, как с ним работать. Оно более простое, то есть это прям можно быстро показать. Дальше у нас здесь есть поддержка реактора. Открываем реактор, все закидываем какое-нибудь лицо, вот такое вот, например. И можем здесь выбрать апскейлер. GFPGAN у многих на автомате не загружается, здесь он уже в этой сборке загружен. Поэтому можем выбрать GFPGAN, CodeFormer и нажать Generate. Давайте посмотрим, что у нас получится. Вот у нас происходит генерация, и теперь уже заменяется лицо. Реактор работает, и вот такое вот лицо у нас в итоге сюда подставляется. Реактор здесь работает, потому что Inside Face уже интегрирован в эту сборку. Вам не нужно на это время тратить, просто это уже здесь по умолчанию все есть. Переходим дальше, давайте посмотрим на расширение Focus Expansions. Это расширение, которое дополняет ваш промпт. Раскрываем его, оно включается. Нажимаем здесь Generate Expansions Prompt. Это расширение берет промпт из нашего вот этого поля промпт и дополняет его по алгоритмам фокуса. Здесь мы можем нажать Apply Extensions to Prompt, и, соответственно, мы вот этот промпт загоняем уже вот сюда вот. Но если мы это не нажимаем, то этот промпт тоже учитывается в генерации, но просто он вот сюда вот не добавляется. Нажимаем Generate и смотрим, что у нас получится. И получается уже вот такое вот более сложное, интересное изображение. Вполне фотореалистичное. Кстати, я вам еще забыл сказать по поводу второй модели, которая FP8. Если вы его выбираете, то смысла вот этого вообще выбирать уже нету. Тогда по умолчанию ставьте CPU. И главное, не выбирайте здесь Async. Если выбираете Async, то с обычной моделью FP8 вы просто потеряете куча ресурсов и куча времени. Скорее всего, у вас просто тормоза будут. Поэтому Q, в принципе, в любом случае, она будет оптимальна, вот этот параметр. А вот этот вот параметр Swap Local, он, в общем-то, на модель FP8 вообще никак не влияет. Не понизит он вам потребление видеопамяти. А вот на модели BNB, вот этой NF4, понизит. Поэтому выбирайте модель BNB и выбирайте Share. Но качество генерации немножко похуже с ней, вот с этой моделью NF4, прям слегка. Но, в принципе, тоже приемлемое и тоже хорошее. По поводу ControlNet. ControlNet здесь есть, модель, естественно, здесь не загружена. Но если вы хотите загрузить модели, то вам нужно перейти в папку WebUI, дальше в папку Models, и вот здесь должны лежать ваши модели в папке ControlNet. То есть вот сюда вот вам их нужно поместить и уже потом пользоваться ControlNet. Также препроцессоры, которые у вас будут скачиваться, они будут скачиваться вот в эту папку ControlNet препроцессор. А в автоматике скачиваются в расширение, здесь скачиваются вот сюда вот. Но модель Flux пока не поддерживает ControlNet. На самом деле модель ControlNet для Flux уже есть, но пока не поддерживается. Но я так думаю, в скором времени поддержка появится, и также поддержка Image to Image тоже появится. Поэтому просто периодически обновляйте Forge с помощью update.bat. Очень классная штука Kuhya Harris Fix, вы его просто включаете и можете 1024 на 1024 на моделях 1.5 генерировать, и изображения у вас будут получаться нормальными, то есть там не будет двойных голов, двойных туловищ там или тройных объектов, то есть все будет нормально и детализация будет высокая. Расширение Perturbed Attention Gaudance немножко повышает качество детализации, но на моделях SDXL, на моделях SD 1.5. В скриптах здесь есть расширение Test My Prompt. Если мы его выбираем, то у нас генерируется несколько изображений, и периодически через запятую у нас, если какие-то токены перечислены,
например, вот так вот, да, то в этом случае у нас будет без этого токена вариант и без этого токена вариант, то есть и такой, и такой. И будет такая сетка уже из нескольких изображений, будет подписано, какой токен исключен. Это для тестирования промпта на лишний токен, то есть какой-то из токен вам мешает, то вы можете его найти. Давайте теперь пройдемся по вот этим вкладкам. Здесь у нас есть расширение Interrogator. Сюда мы загружаем изображение какое-то. Нажимаем здесь Generate. Считываем промпт с этого изображения. Но предварительно обязательно выберите модель. Вот здесь вот последние модели более новые. Они более качественный промпт генерируют с изображения. Также в режиме Image to Image вы также можете закинуть сюда любое изображение и нажать эту вот скрепку. Вы тоже получите caption, то есть описание простое. Но вот это вот расширение Interrogator, оно содержит уже более сложные модели. Здесь можно получить описание более детальное, в зависимости от той модели, которую вы выберете. Расширение Image Creator, сюда мы тоже загружаем какое-то изображение. Здесь есть вот такие вот параметры, мы можем добавить насыщенности, можем добавить контрастности или ее убавить вот так вот, можем добавить яркости и можем добавить резкости. Ну и вот, в общем-то, вот так вот мы можем подкорректировать наше изображение. Например, вам нужно поконтрастнее его сделать, или наоборот по цветастее, или наоборот цветность прибрать. То есть вот так вот быстро можно это поменять. Для того, чтобы наше сгенерированное изображение отправить в Image Editor, мы нажимаем правой клавишей, нажимаем копировать картинку, переходим вот сюда вот в Image Editor и нажимаем сочетание клавиш Ctrl-V и вставляем эту картинку вот сюда вот. И теперь мы уже можем с ней работать. Также здесь есть еще вкладка Transform. Мы можем нажать Flip и отразить наше изображение по горизонтали. Можем повернуть наше изображение как-то вот так вот. И можем наше изображение обрезать. То есть вот этими вот параметрами ширина. То есть мы убираем, допустим, 30% ширины. И можем выбрать смещение по горизонтали влево, вправо вот так вот. То есть какую часть мы будем отрезать. И можем сделать смещение по вертикали вверх, вот так вот, если влево перебираем, или наоборот вниз. То есть вот таким вот образом можно по-быстренькому обрезать наше изображение. Возможно, вручную будет более удобно обрезать изображение, но вот таким образом здесь тоже можно. Более того, здесь есть все-таки корректировка изображения по яркости, цвету и контрастности. Также у нас в расширенных настройках есть интерполяторы, которые позволяют получить более качественное изображение при вот такой вот обрезке. Расширение InPaint Anything у вас не будет, я его сейчас вырежу. Дело в том, что оно пока не поддерживается по причине того, что у нас в Image to Image вот такой вот редактор. То есть здесь мы можем, ну и в InPaint тоже такой же редактор, да, он не такой, как в автоматике, то есть мы здесь вот таким вот образом можем выделять, можем вот таким вот образом увеличивать. Вроде бы все здорово, все удобно, но вот расширение, к сожалению, вот этот вот редактор, они его не поддерживают, и получается проблема вот с такими удобными расширениями, как InPaint Anything. И отключить этот редактор не получается. Расширение Photopea, оно тоже рабочее, сюда мы можем закинуть любое изображение или Ctrl-V составить, и здесь мы уже можем по-человечески вот это все обрезать. В общем-то, это аналог Photoshop, то есть здесь очень много различного функционала. Немножко это расширение, конечно же, попроще, чем Photoshop, но функционал, тем не менее, очень большой. Например, вот так мы можем обрезать, нажать ОК, и вот это вот изображение мы теперь отсюда можем отправить вот этими вот кнопками в Image to Image, в Ctrl-Net Text to Image или в Extras. Есть у нас еще вот такая вкладка Wildcards, это из раздела Dynamics Prompt для динамического создания промпта. И здесь у нас есть вот такие вот наборы токенов. Смотрите, это просто обычные файлы текстовые, они структурированы, там из папки в папке вот мы как бы перемещаемся. Внутри этого расширения эти файлы есть, и мы их можем там редактировать, можем их вот здесь прям редактировать, нажимаем Save Wildcard и уже получаем отредактированный файл. Давайте выберем вот такой вот файл, это художники. Давайте скопируем вот это вот название файла, переходим в Text to Image и сюда давайте через запятую вот так вот вставим это скопированное название. У нас два нижних подчеркивания, дальше название, путь и название, точнее, к этому файлу текстовому, где содержатся вот эти вот все описания, то есть его содержание вот это вот. Нажимаем Q-Prompt и получаем вот такое вот изображение. Давайте посмотрим, что у нас в промпте. Здесь у нас подставился вот такой вот художник. Давайте нажмем еще раз Generate, видите, я здесь ничего не меняю, просто нажимаю Generate. Теперь у нас уже получается вот такое вот изображение, смотрим промпт, и здесь у нас уже другой художник. То есть вот этот вот Wildcards позволяет подставлять случайные художников, случайные токены, различные там есть и различные персонажи, различные профессии, там что угодно можно подставлять, и можно так через запятую наподставлять разные файлы и получать всегда различные промпты, различные изображения соответственно. Теперь давайте перейдем в Extras. Здесь у нас тоже есть расширение, которое добавил, во-первых, GFP добавил модель, то есть вам ее не нужно скачивать, потому что бывает проблема с загрузкой этой модели почему-то.
Также здесь есть реактор, вы можете менять лица прямо вот здесь. Вот, например, закидываете сюда изображение, включаете реактор, сюда закидываете лицо, на которое вы хотите поменять лицо вот этого изображения, и нажимаем Generate. В итоге получаем вот этот вот арт вот с этим лицом, и заново генерировать нам изображение не нужно, и причем мы можем сюда загружать вообще любое изображение, откуда-то его скачать, сюда поместить. Дальше давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь у нас есть расширение Remove Background, и по умолчанию здесь уже предзагружена вот такая вот модель Generate Use. Выбираем эту модель, нажимаем здесь Generate, и у нас вырезается фон вот с этого изображения. Также здесь есть другие модели, вы можете поэкспериментировать, они, естественно, скачаются у вас отдельно. И также у нас есть вариант получения отдельно маски. Return Mask нажимаем и нажимаем Generate. И в итоге мы получаем вот такую вот маску вместо изображения. Потом эту маску уже можем где-то использовать. Например, в разделе Image to Image, in Paint Upload. Сюда загружаем изображение, сюда загружаем маску. Также на вкладке Extras теперь стало доступно расширение Old Photo Restoration. Я его сюда загрузил. Также библиотеку Adlib я сюда тоже загрузил. На вход помещаем какое-то изображение, которое нам нужно восстановить. Вот такое вот изображение с заломами, с царапинами и, в общем-то, старое, некачественное. Теперь включаем Old Photo Restoration, включаем вот эти вот все параметры, включаем здесь GFPGAN, и также можно еще выбрать какой-нибудь апскейлер. Здесь я уже установил некоторые апскейлеры, вот такой вот апскейлер FFHQ-DAT, это, наверное, самый лучший апскейлер, который на данный момент есть для вот таких вот целей. Также еще неплохой апскейлер FaceUp-DAT. FaceUp-DAT больше подходит для апскейла лиц, там где нужна какая-то шероховатость. Можно, в принципе, его тоже выбрать. Выбираем здесь, например, двухкратный апскейл. И здесь есть два варианта работы расширения Old Photo Restoration. Либо сначала сделать вот этот вот апскейл двухкратный и потом пройтись уже по апскейльному изображению с расширением Old Photo Restoration. Или оставить вот так вот Restoration First, то есть сначала восстановить это изображение и потом его проапскейлить с помощью вот этого апскейлера. Вариант сначала проапскейлить, а потом его восстановить, естественно, будет более качественный, более детальный, но потребует больше времени, больше ресурсов. Вот эти все галочки выставляем. Use CPU не трогайте, не снимайте, потому что видеопамяти вам, скорее всего, не хватит, если вы эту галочку снимете. Нажимаем Generate. Вот так вот у нас восстановилось изображение. На глазу у нас какая-то проблема осталась. Почему? Потому что у нас здесь были царапины. Она до конца не восстановилась. Если мы, кстати, бы апскейл вот этот вот не сделали бы сразу, то восстановилось бы это все лучше. Но давайте закинем это изображение на вход. И теперь мы снимем. Отсюда апскейл просто выберем None, без апскейла. Здесь, соответственно, Restoration First оставим. И теперь еще раз запустим восстановление. Кстати, не забывайте включать GFPGAN. С ним восстанавливаются лица значительно лучше. Если вам, конечно же, их так нужно вытягивать. Если у вас изображение совсем плохое, обязательно включайте GFPGAN, с ним восстанавливаются лица значительно лучше. Я оставляю вот эту галочку, потому что это изображение плохое. Нажимаем Generate, посмотрим, что у нас получится теперь. Вот так вот наше изображение восстановилось, вполне неплохо. Давайте посмотрим на исходное изображение и на вот это. То есть вот такое вот изображение было, вот так вот оно восстановилось. Да, может быть, это не идеально, но в плане удаления вот этих вот царапин и восстановления глаз, губ, там основных черт лица вполне нормально. Дальнейшее восстановление, оно просто уже идет по-другому. Когда у вас есть основные черты лица, вы просто в InPaint восстанавливаете волосы, одежду. Также здесь нужно восстановить фон, обрезать это изображение и уже потом погрузить в Supir. Если вы у меня на курсе, то наверняка вы это все знаете, мы уже 100 раз об этом говорили. Но также у меня есть еще дополнительные видео. Просто посмотрите на YouTube или на Рутубе, у меня есть специальное видео Old Photo Restoration, там я более детально показываю, как это все восстанавливать. В Config там есть еще более широкие возможности для вот этих восстановлений. Также по поводу расширений хочу вас предостеречь. Есть вот такие расширения Canvas Zoom. Canvas Zoom and Pen — это другое расширение, это встроенное в автоматик. Но бывает расширение такое полноценное Canvas Zoom. Я обычно в своих сборках его везде прикладываю. Но если вы сюда захотите его поставить, то у вас будет ошибка, и после этой ошибки у вас Forge уже не запустится. Вам придется заново разворачивать сборку и заново все начинать, потому что Canvas Zoom здесь приводит к необратимым ошибкам. После этого Forge уже не запустится, вам придется заново разворачивать эту сборку. Почему? Потому что здесь вот такое вот специальное окно для рисования, то есть для выделения объектов. С одной стороны, это окно удобное. Давайте посмотрим, что в этом окне есть. Здесь есть вот такие вот кнопки. Нажимаем. Это я сейчас в режиме InPaint, кстати, нахожусь. Нажимаем вот сюда, вот разворачиваем весь экран. Здесь можно отменить, здесь можно обратно вернуть. Правой клавишей мыши мы просто можем сдвигать это изображение. Работает достаточно быстро. Скроллер, кстати, тоже приближает. То есть, как в обычном редакторе все работает, но только вот стерки не хватает здесь. Есть вот такая вот кнопка по центру, отцентрировать это все. Есть корзина, удалить это изображение. И есть вот такая вот папочка для открытия нового изображения.
Горячей клавиши для изменения размера кисти здесь нет, мы меняем ее вот так вот. То есть вот этим ползунком можем побольше кисть сделать или поменьше. Ctrl и скроллер не меняют, они просто увеличивают или уменьшают изображение. Также обычный скроллер то же самое делает. Чтобы свернуть это изображение обратно, нажимаем по вот этой вот кнопке Minimize и сворачиваем это изображение обратно, как оно и было. В разделе Image to Image у нас доступен вот такой вот скрипт Ultimate SD Upscale. Это плиточный апскейлер, который был во всех моих сборках последних. Также аналогом является SD Upscale, то есть работает одинаково. Единственная разница то, что в SD Upscale мы задаем размер плитки вот здесь вот, а в Ultimate SD Upscale задаем размер плитки вот здесь вот. Также в эту сборку еще добавлены стили. Вот сюда вот нажимаем, и здесь большой очень список стилей. Этот большой список стилей и в предыдущих сборках был, но здесь я его дополнил негативными стилями. Здесь очень большой набор негативных стилей, рабочие стили для разных случаев генерации. То есть, если вы генерируете, например, какую-то еду, то вот такой вот негативный стиль. Например, если вы генерируете какой-то хай-тек или какие-то технологии, то вот такой вот негативный стиль. Спорт, животные, абстракты какие-то, ну и так далее. Это вполне рабочие негативные стили на все случаи жизни практически. Давайте сделаем небольшой обзор Forge. Возможно, кто-то в первый раз с этим всем знакомится. Перейдем в папку WebUI. Это основная головная папка, где находятся все наши файлы. Самый основной файл, который пусковым является, это WebUseBet. Вот в этом случае его можно запускать, у вас тоже сборка запустится. Но делать-то, конечно же, нежелательно. В автоматике просто ломается сборка, если вы так запускаете. Здесь вроде не ломается. Я сам на самом деле нечаянно нажал, запустилась, но сборка потом работала. Нажимаем правой клавишей по WebUseBet и открываем на изменения. Здесь есть у нас вот такие вот настройки. И также в Command Line мы можем добавить и некоторые ключи. Вот эти вот ключи, они здесь закомментированы, 2 двоеточия – это комментарии. Соответственно, вот эта вся строка закомментирована, она неисполняемая. А вы можете попробовать вот эти вот ключи все вставить. Я их по умолчанию не вставляю, потому что, возможно, они будут у вас некорректно работать. Это будет зависеть от вашей видеокарты. А вставляем и, соответственно, пробуем. Если работает, то, соответственно, у вас скорость немножко повысится. Если не работает, то тогда удаляем их отсюда и пользуемся без этих ключей. Чтобы вставить эти ключи, просто их копируем, сюда вот так вставляем, через пробел они вставляются, 2 тире до ключа и дальше название ключа. Дальше нажимаем «Файл», «Сохранить». И теперь мы можем заново запустить Forge с помощью run.bat. Главное, не забывайте закрыть консоль перед тем, как вы заново будете запускать, потому что 2 Forge одновременно работать не будут. Также у нас в Forge есть папка Embeddings. Это набор негативных текстовых инверсий, а также позитивные текстовые инверсии, которые помечены как плюс. Есть негативные текстовые инверсии для SD 1.5, есть негативные инверсии для SDXL модели и есть позитивные модели для SDXL моделей. Все работает, это все функционирует, то есть влияет на стиль, можете попробовать. Папка Extensions – это как раз таки папка с нашими расширениями. Если у вас что-то перестало работать с очередным обновлением, попробуйте отсюда эти расширения убрать и потом их по одному добавлять. Потому что, как правило, вот эти ошибки, они возникают по вине расширений. Если вы расширение убираете, то ошибка, скорее всего, должна пропасть. Но бывают критические ошибки, как вот с Canvas Zoom. Даже если вы отсюда уже уберете это расширение, то все равно эта ошибка остается и интерфейс вообще не запускается. Файл Update Extensions, с помощью него можно обновить вот эти вот все расширения, не заходя в Forge. То есть дважды по нему можно щелкнуть, обновить все вот эти вот расширения, не заходя в Forge, а потом уже запустить сам Forge. Такое бывает, если расширение не обновлено, а Forge обновился. То есть могут критические ошибки быть, вы можете сначала обновить, потом уже в него зайти. Если это расширение тоже обновилось, то, возможно, эта ошибка пофиксится. Также я вам забыл сказать, что здесь у меня есть еще переводчик. Вы можете здесь написать слово на своем языке, нажать Enter и получить перевод. Также здесь есть дополнительные настройки, есть API, можем выбрать какие-то переводчики другие. Если у вас мало ли перестанет работать Google, можно выбрать Microsoft Bing, там iTranslate и так далее. Но, как правило, вот этот вот переводчик Google, он работает получше, чем остальные. Также есть дополнительные настройки, вы можете выбрать какой-то другой язык начальный, на котором вы будете этот промпт вот сюда вот записывать. А результат вы будете в любом случае получать на английском языке. Давайте теперь перейдем в папку Models. Здесь у нас есть папка VIA. Здесь у нас подгружено уже 2 VIA для SDXL моделей и для модели 1.5. 840.3.0 это для модели 1.5. Также у нас есть набор Lore. Здесь есть Lore LCM для быстрой генерации, для 1.5, для SDXL и для модели Lightning. Также у нас есть SD 1.5 Lore набор, но это вы можете уже посмотреть в самом интерфейсе. Давайте откроем. Вот здесь наши Lore находятся, вот такие-то они с картинками. Здесь находятся наши текстовые инверсии. Соответственно, вот здесь можете по папкам переходить, и в лорах тоже можете вот здесь по папкам переходить.
Более того, когда вы лору выбираете, вот так по ней щелкаем, да, она добавляется, и добавляется еще специальное слово, которое активирует эту лору, потому что некоторые лоры, они активируются специальным контрольным словом. Эти слова уже автоматически сами дописываются вместе с добавлением этой лоры. Возвращаемся обратно. Здесь у нас есть еще две папки с апскейлерами. Есть Sargan апскейлеры. Вот такие вот апскейлеры здесь уже есть. Это модели для апскейла. И есть у нас еще папка DAT. Это сильные вот апскейлеры два. Одни для портретов, для лиц, а второй апскейлер просто вообще для всего. Вот этот апскейлер более чистый, это апскейлер немножко такой шероховатый, и для лиц он оставляет специальные такие вот элементы для того, чтобы потом апскейлить и получать текстуру лица. Модель GFPGAN скачана, модель CodeFormer здесь уже тоже скачана, находится вот здесь. Также еще забыл сказать про автодетейлер, он здесь тоже рабочий, то есть вполне можно с помощью него восстанавливать лица, руки и также вообще в принципе все подряд. Если вы выбираете модель World, Yellow World, то просто здесь указываете, что вы хотите перегенерировать, например, одежду, и дальше прописываете здесь промпт, что вы хотите на месте этой одежды видеть. Например, мы хотим здесь видеть футболку, можно прописать, здесь одежда, соответственно. И здесь мы можем выбрать силу инпейнта в инпейнтинг вкладке. Выбираем, например, инпейнтинг 0.75, чтобы получить уже более сильную перегенерацию. По поводу работы Flux. На данный момент Flux хорошо генерирует изображение, с этим проблем нет. Но вот в Image to Image апскейла вы никакого не получите. Соответственно, в Text to Image в режиме Harris Fix вы тоже апскейла здесь не получите, потому что пока он в Image to Image режиме не работает. То есть он выдает пока размазанную какую-то ерунду. А в режиме InPainting, это тот же самый режим Image to Image, он, соответственно, там тоже пока не работает. Но я думаю, в ближайшем времени он заработает. Обязательно нажимайте файл update.bat, чтобы получить последнее обновление. И, скорее всего, вы в скором времени увидите, что этот режим заработает, потому что в Config этот режим уже давно работает, проблем с ним нету. И здесь, я думаю, тоже в ближайшее время он заработает. Дальше ControlNet. На самом деле ControlNet уже существует для модели Flux, но здесь они, опять же, пока не работают. Лоры уже тоже существуют для модели Flux, но пока они здесь тоже не поддерживаются. В плане IP-адаптера здесь пока, в отличие от автоматика, опять же, нет пресета. Style, например, выбор стилей, то есть блоки модели здесь выбирать нельзя. Это пока, конечно, такой большой недостаток. В отличие от автоматика, здесь нельзя перенимать только один стиль, будет перениматься все подряд, и стиль, и shape тоже. По поводу генерации во Flux еще раз напоминаю, что повышение шагов вам даст более качественное изображение. При 40-30 шагах будет уже заметная разница от 20 шагов. 20 это просто минимум, если будет меньше ставить, то уже детализация будет сильно теряться. Друзья, ну и вот такая вот сборка Forge. На данный момент она такая, но я надеюсь, что проблем с моей сборкой не должно быть. Но если они будут, то я буду просто обновлять тогда эту сборку, чтобы она была уже полноценной. Потому что это пока единственный интерфейс, где поддерживается Flux, помимо Conf.ui. Еще раз, друзья, напоминаю про мои курсы по автоматике Conf.ui. Если вам нужно больше системной проверенной информации, хочется моей поддержки, хочется проверки домашних заданий, какой-то системы, то переходите на сайт stablediv.ru, ссылка будет в описании под этим видео. Если вам будет что-то непонятно, обязательно администратору задавайте вопросы, он вам обязательно ответит на все ваши вопросы. Я вас, естественно, жду на курсах, жду на своих ресурсах, мой большой телеграм-чат, там очень много интересной информации, очень активная группа, есть различные комнаты по разным веб-интерфейсам. Также есть мой Boosty с подробными инструкциями по установке, с моей поддержкой. В общем-то, жду вас на любых своих ресурсах. Хорошего вам настроения, удачной генерации. Всем пока!